Ты свои произведения переслушиваешь? Да, но я не могу сказать, что это мои, опять-таки. Музыканты, поэты, они проводники высших каких-то сил, высших энергий в этот мир. Я могу делать только то, что чувствуется в моем сердце. Я увидел Бога во всем. Мы все являемся этими клеточками одного целого, Ты чувствуешь, что тебя кто-то ведет свыше, однозначно. и ты позволяешь людям без наркотиков ощутить полет души. Старшие братья по разуму забирали на космическом корабле в такое небольшое турне по Вселенной. Мы с вами мы живем сейчас все в удивительное время, в эпоху грядущей нравственной трансформации человечества. Добрый день, дорогие друзья! Здравствуйте! В нашем мире уже живут люди, которые воспринимают все человечество как одну большую семью, и для которых уже не существует границ. Один из таких удивительных людей – Эстас Тони. Это человек, которого можно прямо назвать трубадур 21 века. Привет, Эстас! Здравствуй, рад тебя видеть. Здравствуй, дорогой Александр. Здравствуй. Трубадурами называли странствующих музыкантов Средневековья, где-то 11-18 века. Они жили в Окситании, это территория на юге Франции, севере Италии и также в Испании. Это изобретатели новых жанров в музыке и своего рода философы. Твоя музыка, конечно, это изобретение. Ты ни на кого не похож и сочетаешь самые разные музыкальные жанры. Для тех, кто не знает Стаса, дорогие друзья, во всех уголках мира, в самых необычных местах, уличных площадях, в огромных, прекрасных, фешенебельных концертных залах его музыка звучит. И очень приятно, что иногда даже во время презентации каких-то новых фильмов на кинофестивалях продюсеры, режиссеры выражают огромную особую благодарность Стасу Тони, чья музыка звучит в саундтреке к фильму. Ну и, конечно, в Ютубе твои ролики набирают миллионы просмотров. Я посмотрел недавно, у тебя 90 миллионов просмотров твоего вот этого знаменитого «Золотого дракона». Песня «Золотого дракона». Удивительная композиция. И при этом ты мне напоминаешь вот фразу из песни Цоя. «Можешь ли ты изменить этот мир? Можешь ли ты принять как есть? Встать и выйти из ряда вон, сесть на электрический стул или трон». То есть человек, который безразличен к славе и при этом любимец миллионов людей по всему миру, принимает этот мир таким, какой он есть, при этом стремится его изменить. Твоя музыка вот для меня это своего рода философская лирика, это размышление. Скажи честно, какие послания ты пытаешься донести или доносишь до людей через вот этот универсальный, понятный людям всех стран и народов язык музыки? Дорогой, благодарю за такое сердечное вступление. Наверное, если ты уже задаешь вопрос, так, наверное, можно и пофилософствовать, так ведь? Конечно, мы с тобой два философа. Потому что, вот, как бы я отношусь даже к той так называемой композиции, как к проходящему поезду. Да, то есть, естественно, мы можем сесть в тот же поезд, но как мы будем ощущать себя в пути, неизвестно. Да, то есть проиграть одно и то же состояние практически невероятно. Да, поэтому с того момента записи прошло 10 лет. Да, практически вот в сентябре 2011 года та запись была запечатлена. Да, и за эти 10 лет эта музыка, и сложно ее назвать моей, это вторая часть философии, она прошла большие, огромные изменения. Да, потому что если в то время еще игрались какие-то короткие истории,
то вот буквально тот гол был последним, когда это так игралось. То есть буквально вот с зимы 2012 года это все грандиозно просто изменилось, потому что стали происходить эти абсолютно натуральным способом, стали рождаться и проявлять себя длинные эти трипы по 2, по 3 часа, по часу, где все формы, вот эти индивидуальные так называемые композиции, сложились в одно целое. Как бы об этом можно говорить, а это можно проживать. То есть если мы начнем об этом разговор, конечно, я могу поделиться только собственным состоянием, что я наблюдал все эти годы. Потому что 10 лет – это такой большой километраж наблюдения. Да? Создание мандалы и разрушение мандалы. И заново воссоздание мандалы совершенно другой, и опять разрушение мандалы. Поэтому, как бы относясь к музыке как таковой, как сказать, музыка из Стаса Туне, то есть в этом трехмерном мире мы как бы берем какую-то ответственность за наши, так сказать, творения. Да? То есть мы должны иметь дело с регистрациями, с названиями, с выпусками их, чтобы они достигли людей, чтобы они что-то, может быть, включили в ком-либо, да? Какой-то поиск внутренний, вопросы собственные. Да? Но на самом деле это сложно назвать вообще чьим-либо, потому что в творении каждого чего-либо существует огромное количество людей. И не только людей, а сил природы и всего того, что нас окружает, включая, естественно, то, что происходит здесь. Поэтому я вот так немножко отошел в сторону пофилософствовать, но мы можем продолжить. Мне очень нравится то, что ты сказал. Вопрос такой чуть-чуть наводящий. Скажи, пожалуйста, ты свои произведения переслушиваешь? Да, я учусь у них, но я не могу сказать, что это мои, опять-таки, потому что та версия меня, которая слушает версию Эстаса 2011 года, ам, она узнаваема и в 2021, однако она не идентична. Я хорошо знаю, потому что я сам писатель, и я иногда перечитываю свои книги, и есть такая даже шутка, как анекдот. Хочу книгу написать, а что? Да, читать нечего. Вот. Не я зачастую пишу, и многие, в первую очередь, как раз музыканты, поэты, они проводники высших каких-то сил, высших энергий в этот мир. И для этого как раз нужно быть настроенным на чистые потоки, чтобы быть транслятором не низших каких-то аффирмаций, а как раз энергии высокого порядка. И мне очень нравится, что ты сам ведешь чистый образ жизни, стиль Правильно. питания. И вот мне нравится, что ты позволяешь людям без наркотиков ощутить полет души. Ты вегетарианец уже сколько лет? Уже лет 17, наверное. Да, где-то Вот. 17. Но я периодически пробовал экспериментировать, скажем, с рыбой. Да, то есть я чувствовал, что моему телу чего-то не хватает. И иногда не хватает какого-то знания. Да. Потому что я понимаю, что дело даже не в самом только вегетарианстве, а в том, как мы относимся к миру животных. И как это происходит. И какими знаниями люди владеют. Да, потому Да. что людям просто им не хватает знания. Кстати, мой папа огромный твой фанат. Он будет Да. смотреть, мы папе Феликсу передаем привет. Ну, Потому что для меня это большая честь. я оставил ему книжку. Спасибо твоему папе за то, что вырастил такого Ну, маме, замечательного конечно. сына. Ну, маме благодарю. Так вот, они И маме. стали, особенно папа, он стал изучать одну из твоих книг, которую ты мне подарил тогда при встрече. И он стал вдруг готовить вегетарианские блюда. Ну, это не сразу произошло, потому что, конечно, с тех пор, как я вот приезжаю в таком новом формате себя, да, я вернулся первый раз на встречу с ними после 6 лет разлуки.
И за те 6 лет очень много всего произошло, потому что я был в Америке, и не выездной, и они не приезжали тоже, и довольно сложная ситуация была тогда финансовая. Поэтому, когда мы встретились, они увидели совершенно другую версию, да, из Стаса, с новым именем тоже, да, и фамилию-то я не менял, а вот просто добавил одну букву «э». Стас. И с тех пор как бы они стали наблюдать. То есть, когда я приезжаю туда, они однозначно только готовят какую-то вегетарианскую еду, хотя я не настаиваю в том смысле, что им, может быть, уже будет сложно абсолютно драматически изменить то, что они едят. Но то, что они стали как-то проживать новую реальность, также через еду, это потрясающе смотреть. Люди, которые большую часть времени, большую часть жизни провели совершенно в другом сознании. Да, но без форсирования. То есть вначале я как-то там еще Да, пытался это делать, а сейчас я очень просто к этому отношусь. Каждый должен сам к этому прийти. да. Мы с вами мы живем сейчас все в удивительное время, в эпоху грядущей нравственной трансформации человечества. Я это называю переходом с платформы ума на уровень разума. До последнего времени человечество совершенствовало технологии, вещи, все, что нас окружает. Это платформа ума. Но пришло сейчас время человеку перейти на уровень разума, совершенствовать свой внутренний мир и свои отношения друг с другом, со всеми населяющими нашу планету существами. То есть современное человечество – это цивилизация очень умных, но неразумных существ. Мы знаем, как создавать спутники, мобильные телефоны, компьютеры, но мы не знаем, как совершенствовать любовь, как сохранять дружбу. И вот как раз для меня ты, вот если честно, духовный брат. Я все время слушаю твои саундтреки, новые твои концерты. И вспоминаю, как мы с тобой, когда познакомились, ты мне подарил свой новый диск, который только вышел, «Внутренний полет», «Internal Flight». Да, И да. как раз да, Мария Коневская, которая нас познакомила, спасибо ей большое, рассказала, что ты во время своих концертов часто раздаешь людям повязки на глаза, чтобы они не отвлекались на внешний мир и погружались как раз внутрь себя вместе с тобой в этом космическом музыкальном погружении в энергии космоса, в единении с собой и в единении с Богом. Скажи, пожалуйста, ты до сих пор практикуешь вот эти концерты с повязками на глазах? Ты знаешь, эта идея до сих пор присутствует, просто все стало сложнее, наверное, потому что раздать повязки залу концертному практически невозможно. Да, то есть последние 6 лет я провел в реальности туров. То есть это были 2-3 тура в год, весенние, осенние и летние фестивали. Где-то я вот чувствовал переборы, мне нужно было время для себя, да, и поэтому вот эти трипы, именно вот как Internal Flight Experience, они перешли в концертные залы. Естественно, многие не готовы были к этому, потому что они приходили, и они хотели услышать что-то а-ля Golden Dragon, а тут Golden Dragon играется 3 часа. То есть это непонятно, да, потому что наверное, может быть, можно было людей подготовить, но, с другой стороны, я могу делать только то, что чувствуется в моем сердце. Да, вот я не умею иначе. Если я не чувствую куда-то ехать и что-либо делать, я не могу этого сделать. Да, мне нужно время. Да, поэтому вот сейчас, когда произошло такой глобальный ретрит, а я взял ретрит, саморетрит уже в мае 2019 года, я взял перерыв на год и засел сам собой на большой пересмотр. И тут случился глобальный ретрит. Поэтому вот это окно, оно создало возможность пересмотра и посмотреть, что действительно уже отжило себя, а что еще в себе имеет потенциал. То есть вот как experience, internal flight, который был записан тогда в формате CD или даунлода цифрового,
естественно, он прошел огромные перемены. Это не тот же самый трип, хотя его суть будет в нем всегда, потому что суть – это посмотреть внутрь себя, Ты чувствуешь, что тебя кто-то ведет свыше по этому миру? однозначно. Однако мне пока не показывается. Но, может быть, и не нужно, чтобы показывались. У меня это идет на уровне чувства. Да? То есть, и так было с самого начала. Да, вот когда я взял в руки гитару после 10-летнего перерыва, это было там практически сразу. Я еще не мог понять, что вообще происходит, но я мог играть, скажем, один аккорд 20 минут. Да. Естественно, это увлекло меня совершенно на другой путь, потому что я встретил скрипача, и мы стали играть Мишу Шурмана, мы стали играть на улице, это была совершенно другая музыка, и это было больше такое просторное, цыгано-ромалское, да, то есть это была совершенно другая вибрация, тем не менее она в себе несла праздник, да, это собирало большие толпы людей, и я как бы продолжил идти этой дорогой и совершенствовать этот звук, потому что я потом сорвался, поехал в Мексику, конечно, мексиканский узор проявил себя в этом звуке. И вот когда пришел Internal Flight, это также не произошло сразу, то есть это было постепенное наращивание какого-то присутствия, которое вдруг проявилось, но оно не вдруг проявилось, то есть оно постепенно, как это сказать, варилось. А варилось оно тем, что я стал больше задавать себе внутренние вопросы и проводить время один. То есть вот можно сказать, да, когда условно скажем, ломается сердце, да, то есть, ну, вот мы чувствуем какую-то боль, да, сердечную, не прямо, либо прямо, а это как-то связано с кем-то, да, то есть какой-то вот тяжелой ситуации, а их у всех у нас можно пересчитывать всю жизнь, сколько таких ситуаций у нас происходит у людей. Это возможность на какой-то пересмотр и углубиться в себя. Да, и вот этот Internal Flight проявил себя вот в этом уединении, в этом копании, в этом углублении, в этой пещере с самим собой. Да. И вот я вышел из этой пещеры, и проявился этот Internal Flight. Да. То есть с того времени, конечно, как я уже сказал, прошло 10 лет, он меняет свою суть, он меняет свою глубину, он становится чем-то другим. И если тогда я увидел, как маленькие сказочки собрались в какую-то большую длинную историю, то сейчас я вижу, они стали разъединяться опять для того, чтобы я на них посмотрел для чего-то. Тем не менее, как это будет играться живьем, я не знаю, потому что я не готовлю репертуар к выступлению. Я выхожу туда каждый раз, я знаю какие-то вещи, что может проявиться, а как это проявится, я никогда не знаю. Это не важно, я буду там один, нас будет там 3, 5 или 8 нас будет. У нас никогда нет репетиций, потому что как можно отрепетировать действо, которое проходящее? Это подарок. Это не выучить наизусть стихотворение, выйти и его исполнить. Это просто доверять тому, что через нас будет проходить. Какие силы будут через нас проходить. Так вот сказать, ведет ли? Ведет. Нужно ли мне это видеть? Да. Может быть, пока нет. А может быть, да. Когда это нужно будет, будем видеть. Ну, мы с тобой на одной волне, потому что у меня те же самые метафизические, духовные откровения. Мы можем сейчас чуть-чуть еще как раз пофилософствовать. Я думаю, нашим друзьям, слушателям будет очень полезно узнать, как это на самом деле происходит. На самом деле, когда мы хотим принести людям пользу, мы становимся инструментами в руках высших сил и проводниками, и которые проводят через нас, с одной стороны, то, что мы хотим передать людям, с другой стороны, то, что аудитории в этот момент нужно, в зависимости от происходящих на планете процессов. У меня был один очень философский, метафизический вопрос, который я задавал многим лекторам, многим учителям, духовным личностям, и они не могли ответить на этот важный для меня вопрос. И однажды мне на лекции, на семинаре задали именно этот вопрос, именно так, как я его формулировал.
И в тот момент, как мне его задали, мне вдруг пришло откровение. Я рассказываю на этот вопрос с разными ссылками, цитатами, и одновременно сам себя слушаю и удивляюсь, и думаю, вот оказывается, как оно на самом деле происходит. И я думаю, у тебя такие состояния, я, ну, наверное, очень продолжительное время чувствуешь проводником. С другой стороны, одновременно наблюдаешь себя со стороны и слушаешь то, что через тебя идет в мир. Ты знаешь, я вот сейчас чувствовал, что ты говоришь, не просто слушал, а чувствовал. Это Во-первых, я согласен однозначно, что а, нам необходимо просто отдаться этому потоку. То есть в то же время всегда есть какое-то наблюдение за тем, что проявляется. Потому что также выходит наше человеческое иногда, и оно не всегда может выразить общепольное, так сказать, пространство, да, общее пространство. Это будет какой-то монолог, который, быть может, также связан именно с личностным. Но я заметил, что все проблемы начинаются тогда, когда человек предает себя. И дело не в том, чтобы он даже предавал себя, а предательство идет в отношении вот этого потока. Почему, например, я приведу пример. То есть кто-либо что-то говорит, вот не нужно там делать вот этого. Да? То есть у нас сознание сохраняется вот этот совет добрых людей, например, да? И оно вклинивается в это пространство. И в этом пространстве, получается, меня уже два. То есть уже как бы вот то, что там сидит, и через него происходит это действие, есть само это действие, есть что-то, что проходит, да, но есть вот этот, который сомневается. И вот это сомнение на самом деле и рождает это предательство. Так, условно скажем. Да. Но это единственное, наверное, что может помешать этому чистому, аутентичному выражению. Я бы даже не сказал себя, а вот этого всего. Потому что я видел тысячи раз, если Стас сидит, играет сам собой, это одна история. Когда он выходит в это общее поле, то, как это будет выражать себя, оно напрямую связано с этим общим полем. И никогда неизвестно, что будет сказано там, и кому, и для кого. Вот оно нужно так. Я этому просто доверяю. Просто доверяю. мне ты очень близок, потому что мы с тобой оба своего рода волки-одиночки, странствующие музыканты, странствующие проповедники, странствующие философы. Ты музыкант, который через свою музыку проявляет свою жизненную философскую позицию. Я философ, своего рода музыкант и романтик внутри, который помнит такую фразу, что кто-то тихо играет на дудочке, под которую кружит земля. Потому что мы общаемся с Богом именно в настоящем. Мы не можем общаться с Богом в будущем. Именно вот то, как мы в данный момент реагируем на окружающую атмосферу, пространство, это вот и есть наш как раз контакт с Богом. И это действительно для ума или для эго страшно, потому что логический ум включается, как другие воспримут или что там получится. И вот как раз это и есть предательство вот того, что тебе идет свыше. То есть нужно все время быть, с одной стороны, обнаженным, беспомощным, беззащитным, и с другой стороны, доверяющим. Вот точно так же, как ребенок доверяет отцу или маме, держа их за руку и зная, что пока их держу, что бы они ни сказали, это будет приносить мне благо. Даже если я не знаю, куда они ведут меня и что мы будем делать. Вау, слушай, дорогой, проявляется сразу. Вот ты говоришь, и сразу какие-то возникают интересные вопросы, которые можно раскрыть, если ты чувствуешь тоже. Ам, Конечно,
конечно. Ну, во-первых, наверное, вообще понятие Бога, потому что оно абсолютно будет для всех разным. То есть каждый человек, так же, как и восприятие того, что любовь, что такое любовь, каждый человек будет иметь совершенно свой фильтр, что это такое. Ам, И другое– это отношения родителей, которые ведут нас. То есть ребенок, насколько вот я изучаю и самокопаю, и изучаю психологию, и ощущаю это также через звук. То есть с нами со всеми происходит какое-то повторяющееся действо, которое будет служить катализатором перемен. Мы можем часто думать, что этот катализатор произошел с нами, скажем, в 18 лет, в 20 чем-то лет или в 30 лет. А на самом деле, когда я вот сейчас просматриваю, делаю свой собственный пересмотр, я вижу повторение. Я вижу повторение, которое, оказывается, катализатор этот, он не в 30, и не в 25, и не в 18, он намного раньше. То есть что-то действительно происходит с каждым из нас в детстве, что послужит поиском, потенциалом поиска, потенциалом задавания вопросов, потенциалом выхода на длинную большую дорогу, написанию книг, созданию музыки, созданию фильмов, любому творчеству, абсолютно. Я вижу здесь также связь с тем, что мы называем Богом, естественно. Но, может быть, я просто сейчас сложил несколько философских идей в одну. Давай попробуем это раскрыть. Да, на самом деле Бог– это ощущение каких-то более высоких сил, которые превосходят нас, с другой стороны, они заботятся о нас. Вот у Ну, меня также они здесь был, есть, так? Они также с нами во всем конечно, присутствуют. Да. потому что мы частички Всевышнего, мы его часть, часть единого целого, при этом частички, которые сохраняют индивидуальность, и это полное целое, которого называют Всевышним, тоже индивидуальность. То есть мы индивидуальности, части другой, высшей индивидуальности, которая объединяет нас всех. Мгм. Ну, можно сравнить, что каждая клеточка или каждый орган– это личность, и при этом я могу общаться, ну, как с каждой частичкой себя. Это на самом деле очень завораживает. И действительно, разные люди по-разному воспринимают Бога. Я помню, я был первую половину, ну как, первый период своей жизни атеистом, комсомольским лидером, комсоргом роты, там, комиссаром стройотряда. И для меня верующие были ну, просто излюбленными такими орешками, которые я просто любил философски щелкать. Я был профессионалом в том, чтобы ну, разубеждать человека в том, в чем он убежден фанатично или догматично. Мгм. И потом у меня произошло откровение. Я понял, что на самом деле вот точно так же, как в калейдоскопе, те же самые стеклышки, но другой угол зрения и другая картина. И у меня произошел такой случай, когда я просто увидел все, что знал раньше, по-другому. И я увидел Бога во всем, в чем, в чем раньше не видел. И я стал буквально за одну ночь. Это было в армии, когда я был сержантом, комсоргом роты. Буквально за одну ночь я превратился из комсомольского такого активиста в религиозного проповедника. Это было очень интересно. Я просто стал говорить, что Бог, оказывается, есть, и его нужно просто увидеть. И потом, когда вернулся из армии, я встретился со своим дедом, который был воспитанником хорошей школы НКВД. Началом Второй мировой войны в 30-м году он закончил высшее политическое училище в Москве, всю войну прошел. И он был железобетонным коммунистом. И вот мы с ним там спорили там, до такой степени, что там бабушка, родители нас просто разнимали. Просто я ему пытался доказать, что Бог есть, а он со всей своей марксистско-ленинской очень мощной научной базой разбивал все вдребезги. Но я заметил одну вещь. Он обожествляет природу. У него свой сад, огород. И в беседе с ним я заменил слово «Бог» на Вау, слово «природа». да. И вдруг бах, у нас наступил полный консенсус.
Дед был счастлив, что внук прозрел. Я был счастлив, что у меня, то есть, получилась вот как раз коммуникация. Когда я заменил слово «Бог» на слово «природа», все, что я говорил, дед просто воспринимал там на ура, и он думал, что он переубедил внука, а я понял, что просто мы одни и те же самые высокие, какие-то разумные начала, которые заботятся о нас, которые все это организовали так мудро и гармонично, просто по-разному называем, но Да. ощущаем одинаково. Точно так же, как солнце на разных языках называется по-разному, но ощущаем одинаково свет, тепло. Вау, потрясающая история, Скажи, благодарю, пожалуйста. благодарю, потому что на самом деле, что произошло, вы смогли встретиться а, в какой-то общей точке, в чем не было сомнения. В этом не было сомнения, здесь не было догмы, здесь не было какого-то фильтра. Хотя каждый из нас все равно будет смотреть на природу через другой фильтр, но так как мы ощущаем это, там мы можем встречаться. Потому что говоря о единстве этого мира, быть может, это то место, где мы все когда-нибудь смогли бы действительно встретиться осознанно. Неосознанно мы уже там все равно есть, а вот осознанно. Очень интересная история, благодарю. Вот это было подводкой к одному вопросу, к тебе. Ты, ну вот до этого, так сказать, вынужденного, так сказать, периода остановки, переосмысления, ну, то есть там в течение года пару раз со своими концертными турами огибал земной шар. Я не знаю, там не буду спрашивать, в каких странах ты не был. Наверное, ты Ну, есть, исколесил. есть А? такое. Есть, Есть есть, такие страны, есть, где еще не есть. был. Да. Я не сомневаюсь, что Я не стремлюсь да, поставить галочку. Я да, да, иду, разумеется. Ты идешь туда, куда тебя ведут. Вот у меня был, например, один случай. Вот, кстати, мы с тобой на Кипре встретились. да, Да, познакомились на вообще Кипре. случайно, случайно, да. Ну, как случайно, Да, всему свой момент. да, случайности не случайно. Меня туда пригласили с семинаром. Ты как раз в этот момент там был. И я планировал, дам семинар и тут же вернусь. Но у меня было тайное желание заехать в Венгрию, в одну экологическую общину. И Мгм. когда я брал билет обратный, мне сказали, вы извините, но такого у нас еще не было, все билеты на Россию, ну, ближайшие 2 недели, ну, то есть нет ни одного места. В аэропорту, говорят, вообще билеты есть только в Венгрию, в Будапешт. И вот как раз я чувствую и слышу из сердца, ты же хотел побывать в Венгрии, вот тебе и устроили такую ситуацию, неожиданно даже для туроператора. Я приехал в Венгрию там и потом легко вернулся в Россию. Нас действительно ведут. Ты много путешествовал, видел людей разных стран, народов. И людям нужно совершить внутренний вот какой-то эволюционный такой нравственный скачок, толчок. И вот как ты думаешь, какие качества должны люди сейчас сами в себе подсветить для себя? Э, Что они должны вновь начать ценить для того, чтобы произошел вот этот переход человечества с платформы потребления на платформу совершенствования человечности в людях. То есть нам нужно перейти с платформы прогресс потребления, это платформа ума, на прогресс На человечности. самом деле в этом вопросе я уже слышу ответ, потому что именно человечности, быть может, нам всеми не хватает. И что включает в себя эта человечность? Да, я заметил, что мне очень часто тянет смотреть какие-то старые советские фильмы в последнее время. Да, потому что в этих историях то, как люди относились друг с другом, друг к другу, а, довольно ценно. Это то, что, быть может, мы где-то чуть-чуть растеряли. Я бы не сказал полностью, потому что это все равно остается, это присутствует во многих связях.
неважно в каких, неважно с кем это происходит встреча, даже с людьми других народов, очень, очень часто это присутствует. Вот именно эта человечность. Это, а вот что это? Вот, может быть, это должно быть раскрыто больше. Что в себя включает эта человечность? Потому что Э, просто умом мы туда не придем. Да? Нашими желаниями мы туда не придем. В первую очередь, человечность – это забота Мгм. о других. И Мгм. цель всех духовных практик, всех религий, всех традиций заключается в том, чтобы трансформировать эгоизм, эгоцентризм в любовь. Эгоцентризм – это сосредоточенность на своем индивидуальном благополучии. И Мгм. когда мы сосредоточены на своем индивидуальном благополучии, мы делим мир на своих и чужих. Мгм. А любовь – это сосредоточенность на благополучии других. И, кстати, вот есть два типа наслаждений. Один тип наслаждений – это те удовольствия, которые мы ощущаем через тело. И вот когда мы сосредоточены на телесных наслаждениях, удовольствиях, это нас разъединяет. Но есть наслаждения, которые мы не можем ощутить через тело. Это любовь, дружба. Мы их не можем понюхать, пощупать, попробовать. Это то, что мы ощущаем душой. И вот когда мы сосредоточены на тех наслаждениях, которые мы ощущаем душой, это нас сближает. И вот как раз человечность – это, есть даже философское такое определение, это развитие, обретение каждым человеком 4 компетенций. Это полноты нравственности, полноты понимания жизни, полноты ответственности и раскрытие своих индивидуальных неповторимых талантов. Полнота нравственности – это когда нам нравятся не только вещи материальные, но в первую очередь нравятся высокодуховные отношения с Богом, с окружающим миром. Нравственность от того происходит от слова «нравится». Что мне больше нравится? Те наслаждения, которые продаются за деньги, или больше всего мне нравится живое общение с другими? Ответственность – это когда я отвечаю не только за свое индивидуальное благополучие или благополучие своей семьи или страны или нации, но когда я отвечаю за благополучие всего человечества в целом, более того, за благополучие всех населяющих эту планету существ. Это вот как раз и есть ответственность, в том числе связана с прогрессом отношений. Также полнота понимания жизни, когда я понимаю, кто я, как этот мир устроен, Да. что я здесь делаю. И 4 компетенция – это раскрытие своей индивидуальной природы. Себя не нужно сравнивать с окружающими. Мы не лучше других, не хуже. Мы уникальны. Каждый из нас уникален, как клеточка в теле. Каждая клеточка занимает свое уникальное положение в организме. И нельзя там сравнивать, что лучше, глаза или печень, ноги или уши. То есть все важно, и каждый неповторим. И поэтому нам нужно раскрывать свою индивидуальную природу в заботе обо всем организме. Ну вот это и есть человечность. Благодарю, дорогой. Можно я немножко не то что добавлю, я просто чувствую, что нужно Да, чуть-чуть это раскрыть, потому что вот я почему смеялся сейчас, да, когда ты конечно. говорил про клеточки, потому что это то, как я это вижу. Но в то же самое время, что видится мне, а, довольно часто включается не просто эгоцентричность, включаются наши программы, не отработанные. А довольно часто в людях включаются программы, которые даже не виденные. Большинство людей даже не знают, что они оперируют ими оперирует программа. То есть программа, что значит программа? Это наши повторения, наши эмоциональные завязки, которые мы проживаем снова и снова в различных абсолютно ситуациях с абсолютно разными людьми.
Неважно, это будут близкий круг людей, жена, муж, дети, родители, но это также могут быть соседи, это может быть также ситуации там, тех, в тех местах, службы, работы, неважно, как это называется, труда, неважно, как мы это называем. И дело в том, что рядовой человек, я не скажу, что малоразвитый, совершенно нет. Дело в том, что нам, наверное, людям не хватает не просто образования академического, а чувствования, образования чувства, образования вещей, которые являются фундаментом, вообще основой быть человеком, но не с религиозной точки зрения, потому что у многих будет включаться отвержение, да, религиозных догм, а абсолютно каких-то basics, вот как вот ты говорил тогда с дедом о природе, да, то есть вот где-то эта встреча произошла, и не нужно было ничего доказывать, вы смогли встретиться, да, вот мне пару дней назад у меня есть друг, подруга в Бразилии, она в таком пожилом возрасте для себя сейчас узнала о Януше Корчак. Был такой известный польский писатель, который работал с детдомными детьми. И в тот момент, когда детей собрались отправить в концлагерь на сожжение, в общем, он присоединился к ним. И его хотели отпустить. К ним подошел офицер, который узнал этого писателя. Он был детским писателем, довольно известным в Польше. И он сказал, ты можешь уходить, мы тебя освобождаем. Он говорит, нет, я иду туда. Эсэсовец сказал, что я читал вашу книгу, когда был ребенком. Да, 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 вот. Так вот, Элоиза, этот мой друг, это моя подруга, она сейчас пишет через свой фильтр книгу о Януше в Бразилии. Она хочет to introduce, как бы, поделиться этой историей с бразильскими детьми, потому что она автор, она написала более 80 книг в Бразилии. И она говорит, почему в каждой школе до сих пор в мире дети не знают такого учителя. Да, то есть учитель с большой буквы. Дело не в том, что он только сделал, а то, как он делился, какими историями он делился с людьми, и как он свой жизненный путь завершил. То есть нам не хватает вот этих вещей. Да? То, что в нас, будучи детьми, мы все это знаем, когда мы были в школах, чаще всего нам вообще не нравилось то, что нам там преподавали. Да? Я со школы сбегал, я вообще не хотел в нее ходить. Да? Но были предметы, которые меня интересовали. Да? Это также было связано в первую очередь, наверное, из-за персональной связи с учителем. И предмет, и то, как это преподносилось. И была ли вот эта вот человечность в этом учителе. Да, потому что это сохраняется. То есть я поддерживал отношения с некоторыми учителями с детства. И особенно, конечно, с гитарным учителем своим, который вышел из тела несколько лет назад, но это никуда не уходит. Да, то есть то, что он мне передал в детстве, это со мной всегда присутствует. А как он это передавал? С абсолютной безграничной любовью. Это вот был его канал, вот так это делать. И у него огромное было количество учеников. И они разбросаны по всему миру сегодня. Да, может быть, не все стали музыкантами, но я просто говорю к тому, что вот, наверное, эти фильтры и также семейные ячейки, то, что ты говоришь, не просто для себя, для своей семьи, а люди даже не подозревают, что есть что-то еще, что мы все являемся этими клеточками одного целого. Да, и то есть вот это сознание для меня, для моей семьи, ну вот я буду хорош для своей семьи, но я буду скотиной для кого-то другого. Да, то есть вот это, как это изменить, я не знаю, идет медленный процесс какой-то, очень медленный, но он происходит. Он происходит, потому что мы влияем друг на друга, даже не общаясь очно друг с другом. Например, мы с тобой очно далеки, но душевно мы с тобой такой на постоянной связи. И человечность, ну, можно, может быть, более точно выразить одним словом забота. Чем большее количество живых существ мы включаем в сферу своей заботы, тем более мы человечны.
Ну, а может быть, многих как раз подвинет поразмышлять о том, насколько мы человечны. Одна история, я ее очень люблю рассказывать, потому что связана с инопланетянами. Но мы с тобой, как пацаны советской эпохи, в инопланетян, конечно, верим Ну, с конечно. детства. Мы не верили в Бога, но верили в инопланетян. Есть один очень интересный политический деятель Кирсан Илюмжинов. Он был 3 срока президентом Калмыкии. Он более 20 лет возглавлял Всемирную шахматную ассоциацию ФИДЕ. И вот, будучи президентом Всемирной шахматной ассоциации, будучи президентом Калмыкии, он дал на многих международных информационных площадках ряд потрясающих пресс-конференций. Он рассказал, что старшие братья по разуму его забирали на космическом корабле в такое небольшое турне по Вселенной. Под утро его опять вернули на место, ну как, материализовался из воздуха. И вот он сказал, что когда его возвращали на его московскую резиденцию, где он часто бывает, он спросил у старших братьев по разуму: а что вы со мной одним общаетесь? Тут рядом Останкино. Давайте, ну как, пролетим чуть-чуть. Это вообще будет, ну, просто для людей прорыв в их восприятии мира, когда они узнают, что мы не одиноки во Вселенной, что оказывается жизнь на разных планетах, что Вселенная плотно населена, и за нами наблюдают сверху и желают нам добра. Давайте, дайте интервью. И они чуть-чуть так засмущались, и, похоже, капитан корабля, он говорит, я не знаю, это был капитан корабля или нет, но он был моим гидом по этому огромному космическому кораблю, где каждая каюта больше, чем футбольное поле наше. И вот он сказал, что люди не готовы. И чуть-чуть в сторону сказал, они едят мясо. И Кирсан Илюмжинов в своих интервью говорит одну мысль. Мы очень гордые, и наша гордыня проявляется в двух таких проявлениях. Одна – это то, что мы себя считаем венцом эволюции. Мы себя считаем самыми во Вселенной, ну, то есть пуп Земли, пуп Вселенной, то есть мы самые высокоразвитые существа, так мы думаем. И с другой стороны, мы думаем, что мы одни на этой планете достойны жизни. Мгм. То есть Да. человек – это венец эволюции, и мы уничтожаем другие формы жизни. В то время как обитатели, более развитые по своему сознанию, оценивают обитателей какой-то планеты не по уровню технического прогресса, а по тому, как они общаются друг с другом, как они заботятся друг о друге и о всех населяющих эту планету существах. То есть сейчас мы неандертальцы с ядерными дубинками в глазах, ну, более высокоразвитых существ. Они оценивают нас именно по тому, как мы заботимся друг о друге и обо всех, кто эту планету населяет, о братьях наших меньших. И Кирсан Илюмжинов, давая это интервью, он сразу сказал, я хорошо понимаю, на что я иду. Потому что для действующего президента дать подобное интервью – это политическое самоубийство. Потому что люди, ну, подумают, президент там тронулся умом, и его больше не переизберут. Так и случилось, его больше не переизбирали. Даже в беседе с Владимиром Познером первый вопрос, который задал Владимир Познер, он спросил, вот вы утверждали, что вы общались с братьями по разуму, с инопланетянами, и Кирсан Илюмжинов в этом таком серьезном интервью подтвердил, он сказал, да, я общался с ними так же, как общаюсь сейчас с вами. Так что это, можно сказать, еще дополнительный стимул для человечества, пища к размышлению. Если мы хотим, чтобы обитатели более развитых миров вышли с нами на контакт, нам нужно просто принять человеческий облик.
потому что сейчас мы поступаем достаточно бесчеловечно по отношению друг к другу, к другим формам жизни. И вот мы напоминаем бомжей, от которых просто воняет, и с которыми культурному человеку не хочется общаться. Мы можем выйти на контакт с личностью, от которой смердит, но у нас желания нет. Нужно просто людям вспомнить, что такое быть человеком и начать жить по-человечески в этом мире. И тогда мы обнаружим множество контактов с братьями по-разному. Они выйдут с нами вновь на связь, с которой, на самом деле, согласно многим древним преданиям, мы были. Очень интересная мысль. Дело в том, что этот контакт наверняка не прекращается. Он и есть. И есть столько информации об этом. Конечно, есть конспирологи, есть также в каких-то ситуациях и преувеличения. Но поскольку информация существует и довольно огромное количество людей делятся своим опытом, то есть невообразимо даже подумать, что мы тут такие маленькие бегаем сами по себе и все знаем. Да. Не имеем даже возможность объяснить простые вещи. Хотя, да, мы можем объяснить, как это тело создано, да, но даже так, как действительно работает вот этот аппаратус, еще не совсем можно объяснить. Да, поэтому тут очень спорный вопрос, кто здесь действительно пуп Земли. И, наверное, центром этой Земли является сама Земля. Да, и вот просто вот когда ты говорил о бомже, как вот человек может вообще увидеть в себе это. Наверное, до того момента, пока человек увидит себя в зеркале, это невозможно. Как можно объяснить человеку, что он не видит чего-то? Человеку нужно это увидеть. Это так не происходит, да? То есть пока что-то в тебе не увидело что-то другое, тогда вот в армии, как ты рассказывал, да, быть может, ты бы продолжал гнуть ту линию, по которой ты шел, да? Пока я не дотронулся, пока Эстас не дотронулся до океана, то, что он называет звуком или Богом, или неважно, что мы говорим, как мы это называем, да, пока он не дотронулся до этого океана, можно было тоже много говорить о музыке и произведениях, и оттачивании своего мастерства, и вот это центричное состояние человека. Я вот такой, и такой, я делаю я бесконечное. Да? То есть, наверное, человеку нужно увидеть себя в зеркале. Просто. Как это зеркало проявится каждому? Тут, наверное, не знаю. Мы с моими ребятами видим только вот то, что мы можем делать, это продолжать дарить этому миру цветы. Понятны они, воспринимаются ли они, это не в этом дело совершенно. Мы их продолжаем дарить. Не могу не передать тебе один привет. Я недавно познакомился с одной замечательной девушкой из Израиля, Марина. Она христианка. И хотя в Израиле там христиане считаются изгоями, это чуть ли не секта, там в основном иудеи и мусульмане, и те, и другие очень плохо относятся к христианам, а она пишет песни о Боге, о Иисусе, и очень смело так проповедует славу Иисуса Христа через свои песни. Ее зовут Марина, у нее ник Ультрамарина. Она узнала, что ты тоже в Израиле долгое время был, и попросила задать тебе вопрос, как тебе Израиль, получил ли там какие-то инсайды? Очень непростое место для меня лично, я думаю, как и для всех жителей этой маленькой страны. Очень много уровней. Да, то есть я периодически приезжаю, естественно, и я недавно сейчас был тоже, то есть было интересно посмотреть на реальность этого момента. И она очень непростая, да, потому что, опять-таки, мы имеем дело с умом, который контролирует действо.
да, вот чувствование и здравый смысл отходят совершенно в сторону, да, рулит программа. Она явно ощущается там, потому что страна маленькая, она закрытая, так просто не выйдешь, как, знаешь, между Чехией и Германией проехать в Венгрию, так не происходит. То есть страна закрытая. Тем не менее, в этом месте есть огромный потенциал, потому что собралось безумное количество людей абсолютно разных культур. Неважно, они евреи, не евреи, а неважно, они даже если евреи приехали из разных вообще стран мира. Это в себе несет ядро потенциала. И, быть может, это ядро потенциала еще себя не проявило, да, ввиду различных причин. Да. Но там, да, есть большой потенциал того, что единство могло бы себя, как оно могло бы себя проявить. Дело не в том, чтобы сплотился весь Израиль против всего мира, а дело в том, чтобы Израиль, может быть, показал бы, как это могло бы быть. Без оружия в руках, без пальцев, указывающих на всех остальных. Да, но я думаю, эта модель мира, она миниатюра того, что происходит во всем мире. Да, это на самом деле не только там. А поэтому мы что делаем? Продолжаем дарить миру цветы. И смотрим сюда. Смотрим сюда. Да, да. И Нам мы- пришло время объединиться разным людям, точно так же, как разные непохожие органы одного тела, ценя отличия друг друга, вместе взаимодополняют друг друга и дружно сотрудничают, заботясь друг о друге. Например, если в глаз попала соринка, рука трет, нос там предупреждает язык, что это кушать не нужно, это испортилось и так далее. То есть мы, люди разных религий, наций, народов, должны вновь объединиться, сохраняя свои культурные различия на общей платформе нравственных высоких ценностей. Благодарю тебя за беседу. Благодарю, дорогой. Желаю тебе. Марине, кстати, привет, если мы уже заговорили о ней. Большой сердечный привет. Она сейчас в Чехии создает экологическую вегетарианскую общину. Дай бог ей Да. успехов. Ну и очень хорошо, что все больше людей в разных странах создают экологические, берегущие природу, производства, бизнесы. Она производит, и, кстати, через Украину реализует какие-то там вегетарианские сникерсы из сухофруктов, чтобы люди наслаждались тем, что приносит им здоровье. Ну что ж, здоровья ей и успехов. Ну и тебе новых творческих успехов. Пришло время изменить ход истории человечества к лучшему через внутренний рост. Благодарю. До новых встреч. До новых встреч.